Верещагин, футболист. Сегодня расскажу, как правильно пасовать у сетки. Сегодня в этом ролике покажу, как правильно пасовать из третьего номера. Пасующий может стоять во время паса в третьем номере, это вот третий номер посередине у сетки. Может быть во втором номере осуществлять пас. Вот. И может осуществлять пас, находясь между вторым и третьим номером. У каждого способа есть свои преимущества и недостатки. В любительском волейболе пасующий стоит, как делать люди? Стоит спиной к сетке, лицом к команде и выполняет передачу. Вот. Это неправильно. Сейчас я покажу, вот как это пас происходит, когда мы пасуем спиной к сетке. Пытаемся выдать пас, находясь спиной к сетке. Сейчас еще раз покажу, как это у нас происходит. Ну вот примерно так. Почему это неправильно? У нас идет неслаженная работа рук, то есть не синхронная, не симметричная. Вот. Мы не видим, куда пасуем, и точность передачи низкая, и не видим то, что делают соперники. А теперь покажу, как надо правильно выполнять передачу. Преимущество, когда мы стоим боком к сетке. Первое, когда мы стоим боком к сетке, мы видим расположение команды соперника. Видим, кто где на подстраховке и кого где нету. Второе, наши руки работают синхронно. То есть, когда мы выполняем передачу, так у нас не синхронная работа, когда мы выполняем передачу в бок, у нас синхронная. Руки работают синхронно. Дальше. Если нам приняли по передачу первый прием высокий, с той стороны стоит блокирующий, делает нам крышу. Когда мы стоим боком, мы можем легко заработать для команды очко. То есть их блокирующий переносит руки через сетку. Мы делаем передачу прямо в него. Это будет наша вторая передача, это будет у него чужой мяч. Мы сразу для команды заработали очко. Тогда засчитается нам выигрышное очко. Если бы мы стояли на спиной к сетке, мы не видели блокирующего, нам будет сложно было сделать. Дальше, когда мы выполняем передачу боком, мы видим ориентир, куда мы будем пасовать. То есть край сетки, это наш ориентир, когда мы видим, тогда мы можем более точно выполнить передачу. Когда мы выполняем так, мы краем глаза видим и не видим. Дальше. Когда нам мячик недоведенный, чтобы пасовать сверху, а снизу, мы будем передачу. Когда мы стоим боком, мы выполняем правильную передачу. Если мы стояли на спиной сетки, тогда это очень сложно и очень неточно было движение. Далее, находясь боком, мы видим перемещение блокирующих. И если мы, допустим, увидели, что блокирующий опаздывает идти на блок, мы выполняем передачу, и наш нападающий остается против одного блока. То есть видение положения блокирующих. Спиной мы это не видим. Боком мы видим, где находится блокирующий соперника. И еще преимущество. Мы можем при высокой передаче принять прыжки и выполнить либо сетку, либо отдать пас. Спиной это не сделать. То есть это уже не зрячий. Так мы не зрячий. Мы могли получить передачу, раз, и заблокировать мяч. Поэтому выполняйте пас
боком к сетке, то есть либо вот так пасуем, либо так. Можем еще и за спину выдать пас. Вот, находясь боком к сетке, вы делаете более эффективную, точную и неожиданную для соперника передачу. Пас, как говорят волейболисты, осуществляется ногами. Ну что имеется в виду? То есть вы должны сначала на ногах подбежать под мяч, а потом сделать передачу. На моем канале вы можете посмотреть, как правильно выполнить верхнюю передачу и как правильно выполнить передачу снизу. Когда вы выполняете пас, если у вас мячик летит низкий, и у вас есть возможность выполнить сверху практически, либо снизу, всегда старайтесь выполнять пас сверху, потому что сверху у вас будет более качественная передача. Кисти, они более совершенные, когда передачу делаем, чем если мы отбиваем снизу этой части. И выполняя снизу, старайтесь принять мяч так, чтобы вы могли сделать передачу вперед и назад. То есть при передаче, сейчас я покажу вперед и назад. Понять, куда будут идти передачи, и проще подготовиться и выполнить блок и защитные действия. А если вы понимаете здесь, то вы можете сделать передачу вперед, а также сделать передачу назад. И тогда у вас получается вариативность передачи более неожиданной для соперника. Задача связующего или пасующего, как он называет, выполнить пас так, чтобы он был удобен вашему нападающему. Наиболее удобно сделать для него ситуацию. Для этого вы должны знать нападающий, какие он умеет выполнять нападения с высоких, средних или быстрых передач, левша или правша. То есть вы должны знать своего нападающего. Вторая задача связующего — вывести своего нападающего на одиночный блок. В идеальном случае вообще без блока. То есть вы должны использовать ширину сетки, использовать скрытые маневры, чтобы противник не мог осуществлять круговой блок. Потом задача связующего — сделать пас неожиданным для соперника. Если соперники ваши действия предсказуемы, все понятно и просто, ну, допустим, вам дают высокую передачу, вы повернулись лицом, выполнили высокую передачу своему нападающему, он выполняет нападение, но блок уже, групповой блок уже готов, защитники соперника стоят на своих местах, все знают, что делать, и это будет им проще принять ваш нападающий удар и забить вам гол. А если вы сделаете неожиданно для соперника, то есть они не будут знать, откуда пас. Допустим, вы показываете, что вы будете пасовать вперед, выполняете передачу назад, блок не успевает, защитники на месте не успевают, вот, и тогда вы забиваете гол. То есть в волейболе удивить соперника — это значит победить соперника. И вы должны скрывать до последнего свои действия. То есть вы, допустим, показываете, что выполняете передачу, а сами последнего не делаете скидку. Или хотите сделать передачу вперед, стоите, показываете до последнего момента. И у вас есть выбор: либо вперед, либо сделать скидку, либо сделать назад. То есть вы должны всегда действовать неожиданно для соперника. Эффективность паса осуществляется
комбинации